Левочка, мы дома. Хорошо у нас. О, доброе утро. Здравствуйте. С возвращением. Как отдохнули? Ой, как в сказке. Посвежели? Спасибо. Левочка, послушай. Лоточки синей крышечкой, там паровая котлета. Тась, ну что ты со мной как с маленьким? Ну люди смотрят. Ну пусть смотрят. Пусть все видят, какая у тебя замечательная жена. Ну ладно, я пошел. Давай. Таня, чего стоим, кого ждем? Работать будем сегодня или нет? Мам, я не понимаю, зачем ты со мной идешь? Я с тобой иду, потому что я так хочу. Но ничего другого ты от меня не услышишь. А я от тебя больше слышать ничего не желаю и ничего не хочу. Я хочу послушать доктора. Сядь. Сиди здесь и жди. Но это же смешно. Вот и посмейся. Разрешите, Платон Ильич? Пожалуйста. Благодарю. Платон Ильич, у меня к вам деликатное дело. Моя дочь... Все началось с того, что я нашла у нее в сумочке тест на беременность. Возраст Чей? вашей дочери. 30. И как часто вы проверяете ее сумочку? Должна же я знать, чем живет моя дочь. Ну да. Так. Так вот, этот тест оказался положительный. Так прекрасно. Почему она сама ко мне не пришла? Она здесь. Но прежде я хотела, чтобы вы выслушали меня, потому что она станет вам морочить голову. Хорошо. Как морочит нам с отцом. Сначала она стала говорить, что этот тест забыла у нее подружка. Потом, что она вообще не беременна. Ну, а когда уже у нее появился животик, она стала говорить, что ждет ребенка от инопланетянина. Здравствуйте. Здрасте. А вы подождите пока за дверью. А нельзя ли? Нельзя. Что читаем? Соболев. Курс теоретической астрофизики. Увлекаетесь этим? Это моя специальность. Понятно. Знаете, моя специальность – акушерство и гинекология. Поэтому я не буду вам рассказывать про черные дыры, а вы мне, пожалуйста, не рассказывайте про ребенка от инопланетянина. Договорились? Договорились. Сделайте мне одолжение. Расскажите мне, пожалуйста, о вашем контакте с инопланетянами. В каком смысле контакте? В прямом. Да. Извините, а здесь проходит собеседование по поводу приема на должность в Центр репродуктологии? Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Дарина Самосадова. Квитко. Извините, а случайно… Да, вы не ошиблись. Академик Сергей Александрович Самосадов мой дядя. Вы наверняка изучали внутренние болезни по его учебнику. Да, возможно. То есть точно. Очень приятно. Вы, получается, пошли по его стопам. Ну, вообще-то я врач функциональной диагностики. Но не могу найти ничего достойного для себя в этом захолустье. А что вы имеете в виду достойное? Высокий оклад? Ну, и это тоже. Или у вас здесь работают одни альтруисты? Один альтруист. Что? Нет, это так. Дашенька, понимаете, функциональная диагностика – это очень хорошо. Но у репродуктологии есть свои особенности. Это ваше объявление?
Да. Ну вот написано же. На собеседование приглашают специалисты всех врачебных специальностей, имеющие не менее 2 лет. Ну, у меня это все есть. Ну, там написано, приглашаются на собеседование, а не прям на работу. Ну так беседуйте со мной. Ну что ж вы сразу про дядю? Хорошо. Даша, что вы можете в целом сказать о репродуктологии? Да уж невелика премудрость. Берешь сперматозоиды, смешиваешь их с яйцеклетками, и $10 000 у нас с вами в кармане. Я понял. А что еще? Начнете впаривать мне про экстракорпоральное оплодотворение? Так меня этим не испугаешь. Я окончила РГМУ и аспирантуру. Даша, вы знаете, я ценю ваше желание жить красиво. Но одного этого для работы у нас недостаточно. Я поняла. Сколько? Простите. Ну, сколько вы хотите за ваше хлебное местечко? Клетку. Ну, только не переусердствуйте. Я знаю расценки. Коллега, мне очень жаль, что не получится на вас заработать. Потому что это хлебное место уже занято. До свидания. Везде коррупция. Можно теперь? Входите. Ну что, хочу вас поздравить. Ваша дочь действительно беременна. Она и так знает. По мне что, не видно? Видно. И ты так спокойно можешь об этом говорить. А ты бы хотела, чтобы я билась в истерике. Ну, а теперь-то ты хоть скажешь, кто отец ребенка? Теперь скажу. Кто? Его зовут Зузу. Он инопланетянин. Доктор, она меня с ума сведет. Скажите вы ехать. А что? Почему вы улыбаетесь? А что я могу сказать? Ну, лунного грунта я там не обнаружил. Ну, возможно, что-то прояснят анализы. Поэтому я прошу вас, Арин, не затягивайте. Как вам не стыдно? Кому? Мне? А куда это вы без очереди? Я не на прием, я по личному. Проходите. Максим Викторович, так моя же очередь. Это по скорой, ургентный случай. Ее дядя нам лекцию читал. Оказалось, показалось. Мне кажется, ты слишком переживаешь. Ну а как? У нас очередь на год, а работать некому. Как говорят китайцы, все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Это китайцы, 1,5 миллиарда. Там генетика найти проще. Не, ну безобразие. Ну не назначали бы время. Я задержусь. Я с таким трудом с работы на час отпросилась. Ага, что случилось? Да Максим Викторович с девушкой в кабинете закрылся и никого не принимает. Я поняла. Тише, девочки, пожалуйста. Здесь все-таки медицинское учреждение. Ну, с девушкой. Все-таки, наверное, с пациенткой. Максим Викторович! Здравствуйте. 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 Сложная манипуляция. Да я понимаю, но очередь волнуется. Елизавета Юрьевна, каждой пациентке индивидуальный подход. Анна Васловна, проходите. Ну-ну. Что? Ничего, работайте. Все хорошо. Судя по осмотру, беременность протекает нормально. Однако у вас лаковый язык. Один из симптомов достаточно редкой в наших широтах B12 дефицитной анемии. Вот видите? А вы сомневаетесь в моих словах. Я всегда все ставлю под сомнение, чтобы ошибки не допустить. Нужно провести дополнительные исследования крови, поэтому вам пока придется лечь в больницу. Хорошо. Палата. Лисицына. Вот тебе соседку прислали. Спасибо, тетя Паша. Все, знакомьтесь, девочки. Ну, пока. Я Лида. Арина. Я так рада, что теперь не одна. А то мне здесь придется, наверное, лежать до самых родов. Мой сорванец совсем покоя не дает. А у тебя кто? Пока не знаю.
то мой ребенок будет особенным. Каждая мамаша так говорит. Но не каждая ждет ребенка от инопланетянина. Кого? От инопланетянина? Ай, серьезно, не врешь? Несколько месяцев назад я поехала за город наблюдать за звездным дождем Геминиды. Кого? Геминиды – это такие кометы. Так вот. Войдите. Здравия желаю. Лейтенант Карпов. Прибыл по приказу генерала Ракитина. Что, что-то случилось? Извольте принять ключи. Какие ключи? Московской квартиры, которую вы забыли. Это вы из-за ключей сюда ехали из Москвы? Приказ начальства. Разрешите идти? Да, конечно. Спасибо вам большое. Да. Алло? Генерала Ракитина, пригласите, пожалуйста. Арина? Арин, ты спишь? На, послушай. О, мамочка! Ужастики нашли? Ни в коем случае. У нее там на лице они Ну, где ваши инопланетяне? были, я видела. Ужастики на ночь смотреть нельзя. Может привести к преждевременным родам. Запомнили? Я здесь спать не останусь. Пойдемте, чаем вас напоем. Лиза? А ты чего, домой не ушла? Как дежурство? Нормально, спасибо. Спокойно. Понял? Что случилось? Давит со всех сторон. Рассказывай. Не все так просто, понимаешь? Я ради него же должна все бросить, понимаешь? Работу, карьеру, самостоятельность. Ну, человек военный, он командовать привык. Кем командовать? Мной? Лиз, я не советчик, но мне кажется, что сюда вернуться ты успеешь всегда. А в Москву, возможно, 2 раза не приглашают. Но если ты уедешь, я буду очень сильно скучать. Давай за это выпьем. Тетя Паша, вы чего? Опять палата-то. Там Муслим воеводы отошли, сейчас рожать будем. Вы подотрите там. Скажите мне, пожалуйста, ну что сегодня произошло? Я вам еще раз говорю, я ничего не знаю. Вы как, оклемались уже? Спасибо, Катюша. Вы капелек обязательно попейте, что я дала. Все хорошо будет. Спасибо. Пока. В возрасте, понять. Вот, тетя Паша, доброе утро. Доброе, раз я до него дожила.
Вы с ней сами поговорите, хорошо? А меня пациентки ждут. Тетя Паш, это журналист из Москвы Андрей Федоров. Спасибо вам, док. Спасибо. Здрасте. Прямо из самой Москвы? Из самой, да. Тетя Паш, скажите мне, пожалуйста, а что сегодня ночью произошло? Что ты про что? Ну, про Белову. Говорят, что у нее ребенок от инопланетянина. Не знаю, ничего не видела, ничего не знаю. Мое дело вон полы мыть. Да. Какая-то нескладуха получается. А что же мне тогда с вашими деньгами-то делать, а? С какими моими деньгами? Да это мне в редакции выдали. Сказали, чтобы я отдал свидетелям, которые подтвердят, что у Беловой ребенок от инопланетянина. Ну, значит, не судьба. Ладно, я пойду. Погодь ты. Слышь, ты меня на улице подожди. Я сейчас пальто надену и выйду. Ты меня до остановки проводишь, я тебе все расскажу. А то они из меня тут дурочку хотят сделать. Вроде я на старости лет инопланетян по ночам вижу. Зачем? Как зачем? В турку меня посадить и пенсию не платить. Я мигом. В год на планете бесследно исчезают 2 миллиона человек. И кто знает, какая часть из них приходится на долю экспериментов инопланетных существ. Возможно, история Арины Беловой прольет свет на эти таинственные похищения. Ждать осталось недолго. Плод уже проявляет себя самым таинственным образом. И на фото наша санитарка, тетя Паша Романова. Бред собачий. Откуда она взялась на нашу голову, эта Белова? Ну, хоть бы о чем хорошем написали. Засмеют же теперь. А не надо обращать внимание на такие вещи. Вы бы еще почитали, что в интернете пишут. Да я бы не обращала внимания, просто меня Савчук по этому поводу на ковер вызывает. Ей с утра из Минздрава звонили. Академия медицинских наук на ушах. Еще бы, в нашем отделении пациентка беременная от инопланетянина. Елизавета Юрьевна, а вам не кажется, что этим случаем могли бы заинтересоваться, к примеру, в отделении психиатрии? Платон Ильич, а вы почему молчите? Это, между прочим, ваша пациентка. Немного поняв ситуацию в ее семье, я могу предположить, в чем здесь дело. Но, в принципе, я не возражаю. Не возражаете против чего? Против консультации психиатра. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Иван Мельник. Я по поводу объявления, вот это вот резюме мое. Присаживайтесь. Иван, вынужден сказать, у вас удивительный послужной список. Вы работали в строительстве, вы искали спонсоров. Вот, вы даже закончили медучилище по специальности зубной техник. Я понимаю, что вы меня сейчас хотите спросить о репродуктологии. Кроме того, вы еще и экстрасенс. В 7 колене. Признаюсь вам честно, я ничего не понимаю в репродуктологии, но зато у меня есть огромные связи во всех сферах. Я могу достать все, что угодно, будь то редкие препараты или узкоспециализированную аппаратуру, и обеспечить техническое обеспечение. Самое главное, я хочу вам предложить сделку. Мы отделимся от больницы, откроем фирму по производству людей из пробирки. Я все устрою, у меня есть связи наверху. Нам помогут, подскажут, направят, защитят. Крыша нам будет обеспечена. А еще вы бизнесмен. И ярый последователь мальтузианства. Чего, простите? Неважно. В общем, Иван, я еще раз внимательно ознакомлюсь с вашим резюме, и мы вам обязательно перезвоним. До свидания. Мы сказочно разбогатеем. Доброе утро. Арин, знакомьтесь, наш психиатр Михаил Абрамович. Здравствуйте. Я загляну попозже. Видите ли, я здесь
по одному очень деликатному вопросу. Понимаете, в нашей больнице ваш случай далеко не первый. И поэтому мне хотелось бы просто поделиться с вами опытом, помочь вам. И ничего более. Однако позвольте все-таки поинтересоваться, в каком месте и где у вас был контакт с НЛО? Я знала. Я знала, что найдется человек, который мне поверит. А вы знаете, мне даже мои родные не верят. Хотят сделать из меня сумасшедшую. Я вас так понимаю. И все же было бы интересно послушать вашу историю. Контакт с инопланетянами для меня не случайность. Я астрофизик по профессии. С детства меня манит таинственный космос, летающие объекты и инопланетяне. Еще бы. Вот. Разве может быть что-то интереснее? Вот Увлекательнее именно. космоса. А многие считают, что это скучное пространство, в котором двигаются объекты. А это же идеальное место для наблюдения за звездами. А инопланетяне, Они добрые, заботливые, спокойные, не агрессивные. Не то что обитатели нашей планеты. С такими приятно общаться и дружить. Наверное, семьи у них крепкие такие. И дети рождаются по любви. Совсем не грех забеременеть от таких хороших инопланетян. Вот вы ведь тоже утверждаете, что беременны от инопланетянина? да, притом от самого красивого, умного и доброго. Это потрясающе. А вы можете сказать, какие они? Вы их помните? Они... Их летающий аппарат сделан из такого прочного материала, берлида тантала, серого цвета. А инопланетяне, они воплощение доброты, понимания, нежности. Вы бы видели отца моего ребенка. Меня еще никто так не любил. Ну, в общем, я в палату захожу, а Белова, она так вот парит над кроватью, и живот у нее светится. И вы тоже это видели? Да, как вас сейчас, знаете, и музыка такая страшная играла, такая вот инопланетянская, там такая вот... А вдоль дороги мертвые искусственно стоят, и тишина. Ничего, Елизавета Юрьевна, антиреклама – это тоже реклама. Зачем мне такая реклама, если ко мне уже с утра 4 пациентки подошли и попросили их выписать в другую больницу? Какие проблемы? Хотите, я сейчас же их разгоню? Поздно, эпидемия началась. Это мне почта? Да, с планеты Железяка. А когда я очнулась, я увидела перед собой огромный светящийся шар. Он был очень красивый и оранжевого цвета. Правда, когда я пристально на него смотрела, он сразу исчез. Да-да-да, я уже где-то об этом читал. Перед тем, как исчезнуть, инопланетный корабль превращается в плазму. О, зрелище поистине увлекательное. А что вы на меня так смотрите, Мефодий? Ну, вообще-то я Кирилл. Ах, извините. А смотрю я на вас только потому, что передо мной объект небесной красоты. Да. И еще имя. Арина. Это как название планеты. Мне еще никто такого не говорил. Прошу прощения, я вынужден прервать ваше интервью, но пациентке пора на УЗИ. Спасибо. А мы еще увидимся? Да, конечно. А можно я поприсутствую на УЗИ? Не думаю, что это хорошая идея. Этика. А я не против. Пускай увидят моего ребенка. Да-да-да, вдруг вы увидите что-то необычное, не такое, как у всех. Я смогу это зафиксировать, как говорится, из первых уст. Я вас очень прошу, пожалуйста. Если Арина не возражает, иных препятствий не вижу.
околоплодные воды. Достаточное количество. Головка. Ёлки-палки. Вот, вы хотели сенсацию? Это невероятная сила моего малыша. Он защищает себя от негативного воздействия. Это невероятно, это просто невероятно. Ну да, аппарат УЗИ не выдержал энергетики плода. Вот на чем дальше Арину смотреть? Вопрос. Это сенсация. Ариночка, это сенсация! Ты представляешь себе? А где Белова? Белова? Как это где? В Москву уехала. Наверное, где-нибудь на студии телевидения или радио интервью раздает. Серьезно? Ну да, вы же ее сами отпустили. Кто, я отпустил? Она так сказала. А она вам там сообщение в плеере оставила, послушайте. Платон Ильич, миленький, пожалуйста, не выдавайте меня. Чувствую, что приближается мой звездный час. Да. Понятно. Значит так, если эта звезда объявится, попросите ее зайти ко мне в ординаторскую. Хорошо. И английский выучи. Приду, проверю. Да, сынок, yes, of course. Да. Ну что ты, заждалась? Нет. Пойдем погуляем? Да. Пойдем. Ничего себе. А кто это? Понятия не имею. Инопланетяне показали мне, каким может быть настоящий другой мир. Мир без зависти, злости и войн. Там царят доброта, понимание и любовь. Там целую жизнь, а здесь каких-то жалких 3 дня. В газетах пишут, что ваш ребенок не поддается ультразвуковой диагностике. Как же вы собираетесь рожать? Я нисколько не беспокоюсь об этом. Я знаю, что Зузу не оставит меня и малыша в беде. Ну, и вы это смотрите? Лиз, кстати, такая психиатр смотрел видео этой Беловой? Что-то сказал? Да, сказал, что это так называемая фантастическая конфабуляция, вызванная отсутствием должного к ней внимания. Платон Ильич, а вы что скажете по этому поводу? Без комментариев. Ну, конфабуляция. Давай еще. Ну, Чингис, молодец, а? Молодец. Вот это я понимаю. Мужчина сказал, мужчина сделал. Настоящий артыш. Можно? Здрасте, здрасте. Наша инопланетная звезда вернулась. Проходите, присаживайтесь. А вы изменились. Да, я теперь другая. Скажите, вы там в своей Москве у врача наблюдались? Ну, вы знаете, у меня было очень мало времени. Съемки, интервью. Да, видели. Я теперь настоящая сенсация. И знаете, кому я этим обязана? Знаю. Кому? Своим родителям. Ну, может быть, вы в чем-то и правы. Нет, хотя я догадываюсь, вы имели в виду того молодого журналиста. Откуда вы знаете? Интуиция. Он такой романтик. Я с ним была в театре. Впервые за 5 лет, представляете? Неужели влюбились? Как школьница. А как же отец ребенка? Вы о нем забыли? Зузу. Ну, что вы. Его взгляд до сих пор согревает мое сердце. Но, к сожалению, люди жалкие существа. Мое тело не приспособлено к их атмосфере. Ну, все ясно. Скажите, Арина, а как вы себя чувствуете?
Слава дает о себе знать. Быстрая утомляемость, одышка, и в последнее время у меня пропадает аппетит. Все сходится. Что сходится? Сначала УЗИ, а потом скажу. Вперед. Ну, что? Что? Арин, я должен перед вами извиниться. Я глубоко заблуждался, у вас действительно инопланетный ребенок. Это же, когда ребенок родится, его же сразу заберут на опыты, исследования. Да я думаю, уже сегодня за Ариной приедут и отвезут туда, куда надо. Какие исследования? Какие опыты? Платон Ильич, посмотрите. Гляньте, у этого маленького инопланетянина 3 пальца на одной руке, вот 3 на другой. Да. Да что там ручки? Посмотри, у него на ножках по 6 пальчиков. А мозг? Это же не мозг, это мегамозг. Надо сегодня же, прямо сейчас позвонить в центр. Арин, вы пока собирайте свои вещи. Я думаю, за вами скоро заеду. Я ничего не понимаю. Вы мне можете объяснить, Держите. что происходит? Я никуда не поеду. Елизавета Юрьевна, я прошу вас назначить мне другого врача. Арина, здравствуйте. Успокойтесь, присядьте. Давайте, садитесь, рассказывайте. Чем вас не устраивает Платон Ильич? Представляете? Он утверждает, что у моего ребенка 3 пальца на руках и 6 на ногах. Ну, а почему вы удивляетесь? У вас же все-таки ребенок от инопланетянина. Голова-то хоть одна? Дело даже не в этом. Он хочет отправить меня в исследовательский центр. Я никому никогда не позволю ставить эксперименты на мне и моем ребенке. Арина, успокойтесь, пожалуйста. Вы понимаете, что вам нельзя сейчас нервничать? Вам это просто вредно. Алло. Алло. Платон Ильич, будьте любезны, зайдите, пожалуйста, ко мне. Это срочно. Вот, попейте водички, сейчас мы во всем разберемся. Почему я не могу улететь с моим Зузу? Вы не представляете, как там хорошо. Доктор, а вы знаете, где Ирина Белова? А вы что, не в курсе? Что-то случилось? Так она же улетела. А куда? В космос. Куда? Да улетела, говорю. Обещала вернуться. Парни, я видел Арину Белову в холле. Так, Платон Ильич. Что происходит? Чудо. Елизавета Юрьевна. Настоящее чудо. Ребенок инопланетянин. Вы уверены? На все 100. Невероятно. Наша больница наконец-то прославится. Но вы же понимаете, Платон Ильич, что нужно обратить особое внимание на здоровье Арины и ее ребенка. Мы не можем прогнозировать, как будут проходить роды. Уже обратили. Не будет никаких родов. Я от вас ухожу. Куда же вы пойдете? У вас 9-й месяц. В Москву. У них наверняка есть оборудование для моего случая. Арина, я вас уверяю, у нас тоже будет хорошее оборудование. И, мы же с вами с самого начала. Мы знаем все тонкости вашего состояния. Ну, пожалуйста. Хорошо. Только если вы выделите мне отдельную палату. Вам? Не вопрос. Платон Ильич, будьте любезны, подготовьте отдельную VIP-палату для Арины Беловой. Подготовлю. Спасибо. Три пальца на руках и 6 на ногах? Маленькая расплата. Я пойду. Конечно, конечно. Инопланетяне ждать не любят. Девушка, я ищу свою дочь.
Арину Белову. Подскажите, пожалуйста, в какой она палате? Простите, вы мать Ирины Беловой? А вы верите, что вашу дочь похитили инопланетяне? В каких отношениях находитесь с дочерью? Или вы считаете, что она сумасшедшая? Вы, собственно говоря, кто вы? И по какому праву? Что вы будете делать, если ребенок родится с дефектами? Вон она, ваша Белова, только что из дверей вышла. Вы в порядке? Не знаю. Пойдемте, я проведу вас к дочери, только быстро. Спасибо. Доченька, мы же так переживаем. Почему ты не возвращаешься домой? Ты сама мне запретила возвращаться домой. Извини, я вспылила, не подумала. Узнав о твоей беременности, просто рухнули все мои заветные мечты о твоем будущем счастье. Я тебе, Арина, всегда только желаю добра. Ты же ни с кем серьезно не встречалась? Мама, я взрослая женщина, я не должна отчитываться перед вами о каждом своем поступке. Арина, возвращайся домой. Не хочу. Никогда больше не вернусь. Уж лучше улететь с отцом ребенка на Марс, чем снова оказаться под вашим железным колпаком. Да вы хоть знаете, что вы мне жизнь испортили? Учеба, контроль, никаких развлечений. Я устала от такой жизни. Моя новая жизнь – это Зузу и мой ребенок. Ты опять за старая. Весь университет уже над нами смеется. У отца чуть не случился сердечный приступ, и у меня, между прочим, постоянно скачет давление. Тебе совсем не жалко родителей. Я устала думать только о вас. У отца от каждой моей провинности скачет давление, а у тебя случается приступ. Или наоборот. А ты знаешь, что мне уже 30, а я даже не знаю, что такое настоящая любовь, а? Ты хотя бы спросила, хочу я быть той, кем вы хотите меня видеть? Я взрослая, самостоятельная женщина, которая сама о себе позаботится. Упрямится ты. И не нервничай. Тебе нельзя. Нельзя волноваться. Упрямится. Доктор! Тужимся. Еще. Тужимся, Арина, тужимся. Стоп, отдыхаем. Отдыхай. Перевешивай ножки. Немножко перевешиваем. Мне вот интересно, как у инопланетян род происходит? Без понятия. Вообще не представляю. Там совершенно нет боли. О как? Замечательно. О как? Дыши, отдыхай. Так, схваточка. Началась? Ну, Арина, еще немного, и вам будет заведовать вся планета. Глубокий вдох. Вдох и потужилась. И тужимся. Вот так, еще. Молодец, хорошо, Всё, тужим, стой. стоп, отдыхай, дыши. Дыши. Как собака, дыши. Дыши. Вот так. Еще чуть-чуть, Так, потуже. еще чуть-чуть тужимся и вдох. Вот, Еще, молодец. еще. Давай, еще. Вот, стоп, молодец. Кого родила? Родила, смотри. Мальчик. Арина, ну вам придется придумать. Почему ваш ребенок родился совершенно обыкновенным земным человеком? Поздравляю, мамочка, у вас сын. Ваша мать, он очень необыкновенный и совершенно неземной красоты. Да. Разрешите, Платон Ильич? Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Я хотела поинтересоваться, что с моей дочерью? А что с ней? Родила вам внука, правда, землянина. Извините, мне сейчас не до шуток. Почему она даже после рождения ребенка продолжает твердить про инопланетян? Понимаете, в чем штука? У нее явное психическое расстройство. Такое бывает, когда ребенок в детстве получает психологическую травму и уже в взрослом возрасте пытается все восполнить своими фантазиями. Она создала себе параллельный мир. Это я во всем виновата. Всю жизнь держала ее в ежовых рукавицах. Угадай, кто я? Ты прекрасно выглядишь. Материнство тебе к лицу.
Доченька. Кирилл, познакомься, это моя мама, Галина Федоровна. Очень приятно, Кирилл. Ну, я тогда не буду вам мешать. Я зайду. Хорошо? Извините. Простите, а цветы здесь нельзя? Ой, извините, пожалуйста, я просто не знал. Да, хорошо. Как ты, доченька? Хорошо. Я признаю, что я не была хорошей матерью. Прости меня, родная моя, прости. Но я тебе всегда хотела лучшего. Получилось, что я тебе не дала самого важного материнской любви. Мам, Мне теперь все равно, что твой ребенок от инопланетянина. Родная моя, прости. Какой он красивый. Самый красивый малыш в мире. Нет, во всей вселенной. Мы его воспитаем вместе. Мамочка, ну не плачь, а? Ну, не плачу. Мам, я все вспомнила. Отец ребенка не Зузу, а Григорий Михайлович, ректор университета. Но мы просто с ним выпили немного на даче, а дальше я сама не помню, как получилось. Но я его очень любила и не хотела выдавать. У него же семья, дети, статус, ну... Зато когда меня стали приглашать на все эти шоу, мои книжки, которые никто не покупал, стали допечатывать огромными тиражами. И я, как видишь, теперь известная и обеспеченная персона. А у тебя есть? Хорошо. Он у нас будет самым умным. Мам. Ой, извини. Я хотела сказать самым любимым. Ирина, покажите нам ребенка. Мы хотим его увидеть. Знаю, вы немного разочарованы, он выглядит как человек, но когда малыш родился, он был зеленого, светящегося цвета, а сейчас он просто приспосабливается к нашему миру. Сразу после рождения он назвал меня мамой. Кто может это подтвердить? Я? Да, я стала свидетельницей этого просто невероятного события. Я вначале, конечно, не верила, сама сомневалась, но когда малыш назвал мою дочь матерью, я просто в чудеса поверила. А пусть сейчас скажет что-нибудь. Он спит? Так, стоп. Дорогие друзья, через несколько лет вы сами убедитесь в способностях, в уникальных способностях этого ребенка. А сейчас дайте возможность его маме отдохнуть. Пойдемте. На все вопросы мы обязательно ответим, но не сегодня. Молодец. Держится до конца. Я только не понимаю, как ей удалось провести тетю Пашу и соседку по палате. Ну, лицо у нее светилось от люминесцентной краски, а вот живот от банального фонарика. О, вас так просто не проведешь. А скажите, а с чего вы взяли, что я поддержу вашу игру в моем кабинете? Мне же ничего не было известно о ваших Стебенко планах. Инопланетяне нашептали. Платон Ильич, ой, ну это как мне нравится. Вас можно, в принципе, знаете, если не будет финансирования больницы, можно вам